Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, судя по количеству просмотров и комментариев под прошлыми видео, на данный момент у многих все еще остались вопросы на тему собеседований, переводов документов, прохождения медосмотра, где смотреть данные по номерам бюллетеней и даже по заполнению анкеты DS-260. Сегодня я постараюсь ответить на большую часть из них, а если что-нибудь упущу, задавайте свой вопрос в комментариях, и я обязательно сделаю еще одно видео, где отвечу и на них. Итак, поехали. И первый наболевший вопрос, когда назначить собеседование и где смотреть официальные номера бюллетеней на будущий месяц. Как я уже говорила раньше, еще год назад и все годы до этого, когда люди не могли представить себе глобальную пандемию коронавируса и тотальные локдауны, а государственные учреждения и посольства работали в обычном режиме, собеседования для победителей всегда начинались в октябре и заканчивались в конце сентября. То, что они начинались не с января или любого другого месяца, связано с тем, что финансовый год США с календарным не совпадает и длится как раз с 1 октября по 30 сентября. То есть получалось так, что о результатах розыгрыша участники лотереи всегда узнавали в мае, за исключением этого года, когда оглашение результатов перенесли на месяц, и еще нескольких случаев, когда первичные результаты были ошибочными. Узнав о выигрыше, начинали заполнять анкету DS-260, отправляли ее, далее приходил запрос на отправку сканов, а потом и назначение даты собеседования. Дата проведения интервью практически всегда зависела от номера вашего кейса. Если вы не затягивали с заполнением анкеты, отправкой сканов, а с документами было все в порядке, то собеседование назначалось согласно бюллетеню с номерами, которые выкладывают на официальном сайте, ссылку на которую я оставлю здесь и в описании. Так, например, в сентябре появлялся список с номерами на октябрь. Открыв его, находим необходимую нам информацию на октябрь и находим Европу, Азию или тот регион, от которого вы играете. В нашем случае Европа, и видим цифру 2500. Это значит, что в октябре будут проходить собеседования участники, чей номер кейса меньше 2500. Соответственно, в ноябре 4800, а в декабре 6000. Но в связи с прокламацией Трампа на запрет выдачи иммиграционных и других типов виз, назначение и прохождение интервью полностью приостановлены. Запрет действует до 31 декабря 2020 года, и если его не продлят, а мир не захлестнет новый тотальный локдаун, то есть большая вероятность, что собеседования победителей начнут проходить уже в январе. Правда, не в начале месяца, ведь обычно собеседование назначается заранее, чтобы была возможность к нему подготовиться, переназначить дату и так далее. Так что в лучшем случае первые собеседования начнутся к концу месяца и, скорее всего, будут двигаться согласно уже выставленным бюллетеням по 2–2,5 тысячи в месяц. Из этого следует, что победители лотереи с номером кейса, например, 7000, могут рассчитывать на интервью где-то в апреле. Конечно, есть еще вероятность того, что статус проведения интервью изменят на current, и скорость прохождения интервью будет зависеть от скорости работы посольств. С этим, надеюсь, разобрались. Переходим к следующему вопросу. Мой номер кейса 5, 10, 15, 30 или 50 тысяч. Стоит ли волноваться? Опять-таки, опираясь на информацию, которую я озвучила ранее, а также на статистику прошлых лет, нетрудно составить прогноз на этот год. Но надо понимать, что заниматься сейчас этим бессмысленно. Ведь никто не знает, продлят ли прокламацию на запрет выдачи виз, будет ли полный локдаун, когда будут работать посольства и другие учреждения, а также будут ли выдавать визы победителям после истечения срока собеседований. Ведь точно такая же ситуация затронула и прошлогоднюю лотерею, когда в марте или апреле приостановили все собеседования и выдачи виз. Большинство победителей просто-напросто не успели пройти интервью. Потом составлялись петиции, адвокаты подавали апелляции, решения пересматривались несколько раз, и, насколько мне известно, в конечном счете суд постановил провести еще порядка 10 тысяч собеседований или что-то в этом духе. Но вроде бы их еще не проводили, и как все это будет проходить, неясно. Если честно, за этой информацией я пока не слежу, так как актуальна она только для DV 2020, и уже совсем скоро станет частью истории и статистики. Но если вы все же хотите прогноз, то, на мой взгляд, с учетом самых благоприятных условий, грин-карту по результатам лотереи DV 2021 получат люди с номерами кейсов до 30, максимум 35 тысяч.
Однако ситуация, естественно, может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. И снова-таки, по моему мнению, скорее в худшую. И будет хорошо, если оформить документы смогут победители с номерами до 20 000. Третий вопрос. Мне до сих пор не пришел запрос на отправку сканов документов. Что делать? Этот вопрос я подробно разбирала в предыдущем видео, ссылка на которое сейчас появится в правом верхнем углу и в описании под этим роликом. Но сейчас я еще раз вкратце объясню, что делать в таком случае. На данный момент, благодаря людям, которые делятся информацией у нас в комментариях и на форумах, мы знаем, что запросы на отправку сканов получают люди с номерами кейсов 16-17 тысяч. Если ваш номер больше, переживать не стоит, скоро и до вас дойдет очередь. Если ваш номер примерно такой или немного меньше, но запроса все еще нет, тоже не рекомендую бить тревогу и немного подождать. Если же ваш номер сильно меньше 15 000, а форму DS-260 вы отправили давно, сканы документов можно и даже нужно отправить самостоятельно на официальный электронный адрес консульства, который я оставлю здесь и в описании под этим видео. Кстати, сканы можно отправить самостоятельно заранее, но это по сути ни на что не повлияет, ведь собеседование сейчас все равно еще даже не назначают. Двигаемся дальше. Четвертый вопрос. Мне пришел запрос на отправку сканов. Какие документы переводить и в каком формате их отправлять? В письме, которое вам отправит консульский центр, будет шпаргалка, переведя которую вы получите максимально точную и исчерпывающую информацию о перечне документов, необходимости перевода, формата файлов, как файлы называть и как подписать письмо. Все эти вопросы я очень детально разобрала в одном из предыдущих видео, ссылку на которое я оставлю в описании, а подсказка на него появится сейчас в правом верхнем углу экрана. Так что советую вам его посмотреть и думаю, вопросов больше не останется. Пятый вопрос. Я отправил сканы документов, но ответа, что их получили или проверили, нет. Что делать? Если вы отправили сканы документов по запросу, а не самостоятельно заранее, то обычно на рассмотрение писем уходит от 3 до 6 недель. Сейчас в условиях пандемии, естественно, эти сроки могут увеличиться. Так что, на мой взгляд, если вы отправили сканы менее 30-40 дней назад, переживать не стоит. Скорее всего, уже скоро вы получите подтверждение, что ваши документы приняты и проверены. Если же ответа нет уже более 2 месяцев, рекомендую проверить правильность введенного адреса, на который вы отправляли документы. Если с ним все в порядке, на этот же адрес можно написать письмо с просьбой проинформировать вас о статусе обработки вашей заявки, указав вашу фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер кейса. Ну и последний на сегодня шестой вопрос. Влияет ли скорость отправки формы DS-260 и сканов документов на скорость прохождения интервью? Как мне кажется, по состоянию на декабрь все желающие получить грин-карту уже точно отправили форму DS-260. Лично мы отправили эту анкету 11 июня, через 4 дня после оглашения результатов, а за эти 4 дня мы еще и успели расписаться. Но если вы по каким-то причинам все еще не отправили анкету или получив запрос на отправку сканов документов тянете с их отправлением, конечно, больше затягивать не стоит. В прошлые годы, когда назначения интервью шли по графику, скорость заполнения анкеты и отправки сканов, конечно, тоже играла немаловажную роль, особенно если номер кейса был маленьким. Так, например, если у человека был номер кейса до 2000, то это означало, что собеседование он должен был проходить в октябре. Но если форму DS-260 он отправил только в сентябре, то, скорее всего, его заявку просто не успели обработать. Сканы документов запросить, естественно, тоже не успели, и на октябрь этот человек уже пролетает. Дальше судьба прохождения интервью зависела от свободных мест между бюллетенями по списку и от того, как быстро заполняли и отправляли документы другие победители. В нашем году, с учетом того, что интервью еще не проходил никто, дата отправки анкеты и сканов документов, скорее всего, не повлияет ни на что. Главное, чтобы вы заполнили все правильно и собрали все необходимые документы. Как это сделать и что делать, если вдруг совершили ошибку в заполнении, я подробно рассказывала в другом видео, ссылку на которое вы найдете здесь и в описании. Вот и все. Надеюсь, вы нашли ответы на интересующие вас вопросы. Как только появится новая хорошая или не очень новости относительно грин-карт, я, конечно же, сообщу. А пока давайте делиться в комментариях своими мыслями и переживаниями на этот счет. И главное, давайте не расстраиваться раньше времени и надеяться на лучшее. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект.
Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.